Добрый день, уважаемые друзья! Я рад вас снова приветствовать и представить заключительный, четвертый модуль информационного материала «Химические вещества, нарушающие работу эндокринной системы. Воздействие на женский организм». Теперь, когда мы с вами знаем об опасных свойствах химикатов, очень важно рассмотреть, как же можно уменьшить воздействие химических веществ, нарушающих работу эндокринной системы, на женский организм. Реалии сегодняшнего времени таковы, что современная женщина окружена огромным количеством потенциально опасных химических веществ. О некоторых она может и не знать. Некоторые могут быть указаны, например, на упаковке товаров. Конечно же, в таких условиях совсем непросто предотвращать или уменьшать воздействие химических веществ со свойствами нарушения работы эндокринной системы. Поэтому, по мнению ведущих экспертов, основные и наиболее действенные усилия для снижения такого воздействия, они должны предприниматься на международном и государственном уровне. В частности, об этом подробно говорится в замечательной брошюре, выпущенной в 2020 году совместными усилиями IPEM и Общества эндокринологов, и совсем недавно переведенной на русский язык. Называется эта брошюра «Пластик. Вещества, нарушающие работу эндокринной системы и здоровье». Тем не менее, мы с вами рассмотрим ряд практических советов, которые можно использовать женщинам, особенно когда уже мы знаем про жизненные периоды большей уязвимости к химическим веществам, нарушающим работу эндокринной системы. Начнем с продуктов питания. Лучше употреблять продукты без вторичной и третичной обработки. То есть, когда это возможно, отдавайте предпочтение самостоятельно приготовленной пище из тех продуктов, которые вы знаете. Например, которые вы сами покупаете на рынке у проверенных фермеров или продавцов. Чаще готовьте сами. Используйте больше свежих фруктов и овощей. Когда вы используете фрукты и овощи, мойте фрукты и овощи, которые нельзя очистить, под проточной водой. Избегайте употребления обработанного мяса, особенно в периоды большей уязвимости, беременности или подготовки к зачатию. Под обработанным мясом понимается любое мясо, которое было модифицировано либо для улучшения его вкуса, либо для продления срока годности. И к методам обработки мяса относятся засолка, отверждение, ферментация и копчение. Употребляйте менее жирные сорта мяса и птицы, так как в жире могут накапливаться жирорастворимые стойкие органические загрязнители, одновременно обладающие свойствами химических веществ, нарушающих работу эндокринной системы. Если занимаетесь садоводством, старайтесь не использовать синтетические пестициды. Избегайте микроволнового разогревания пищи и напитков в пластиковой посуде. Особенно детское питание, молочная смесь и сцеженное материнское молоко. Не помещайте пластик в посудомоечные машины. Вообще, в целом, по возможности, избегайте использования пластиковой посуды, потому что туда могут попадать химические вещества, нарушающие работу эндокринной системы. Специально могут быть туда добавлены, в частности, фталаты. И используйте металлическую или стеклянную посуду, особенно в жаркую погоду или в случае, когда посуда нагревается. Если же вы используете пластик, то используйте из пластика полипропилена. Обращайте внимание на коды переработки, обозначающие тип пластика. Обычно они находятся на дне упаковки товара. И избегайте использования пластика с кодами 3, так обозначают товары из ПВХ, и туда добавляются с большой вероятностью фталаты. Коды 6, полистирол, и 7. Таким кодом обозначаются другие виды пластика, но часто так могут обозначать пластик с бисфенолами. Пластик же с кодами 5 полипропилен, 2 полиэтилен высокой плотности и 4 полиэтилен низкой плотности относительно безопасны. Вообще, в целом, конечно, воздерживайтесь от пластика однократного использования. Стаканчики для однократного применения, тарелочки.
Старайтесь использовать преимущественно фильтрованную водопроводную воду, нежели бутилированную. Это справедливо для тех городов, населенных пунктов, где хорошая система водоочистки водопроводной воды. Закончив с рекомендациями для продуктов питания, давайте рассмотрим общие рекомендации по снижению воздействия фталатами. Фталаты мы знаем, что часто добавляют в товары из ПВХ, поливинилхлорида. Поэтому нужно стараться избегать товаров из ПВХ в вашем доме. Например, линолеумы из ПВХ с большой вероятностью будут содержать фталаты в достаточно большом количестве. Избегайте товаров, на этикетках которых явным образом указаны различные метаболиты или же фталаты, такие как BBP, бутилфенилфталат, DBP, дибутилфталат, DHP, диэтилгексилфталаты, DEP, диэтилфталаты, DHP, дихексилфталат, DEDP, диизодецилфталаты. Видите, достаточно большое количество различных фталатов могут быть добавлены в продукты, в товары. Старайтесь не покупать детям товары и игрушки из ПВХ. Особое внимание здесь стоит обратить на игрушки, которые будут впоследствии нагреваться в горячей воде, или есть серия игрушек «Сделай сам», которые требуют запекания в духовке. Не покупайте пустышки и прорезатели из ПВХ. Они требуют потому что стерилизации или кипячения, а при этом добавленные туда фталаты будут сильнее выделяться, так как они, мы знаем уже об этом, не связаны химической формулой с материалом. Зная об особенных периодах женского организма, о которых мы так подробно говорили ранее, теперь, зная об этом, постарайтесь снижать воздействие химических веществ, нарушающих работу эндокринной системы, именно в эти периоды. Напомним, что это справедливо для детского возраста, для девочек-подростков, для женщин, готовящихся к планированию ребенка, в период беременности и кормления грудью. Например, что касается косметики. Старайтесь вдумчиво относиться к использованию косметики и используйте ее только тогда, когда это реально необходимо. Особенно это касается девочек-подростков. При необходимости использования противозачаточных средств не применяйте гормональные контрацептивы, если нет для этого специальных показаний врача. Да и даже если врач назначает гормональное противозачаточное средство, постарайтесь с ним обсудить ваше беспокойство о целесообразности такого назначения и возможных неблагоприятных последствиях приема гормональных препаратов через много лет. А мы с вами живем в период пандемии COVID-19, который, конечно, существенным образом влияет на всю нашу жизнь и, в частности, на воздействие химическими веществами, нарушающими работу эндокринной системы. Поэтому рассмотрим дополнительные рекомендации. Например, средства индивидуальной защиты. Рекомендовано использование таких средств индивидуальной защиты, которые не увеличивают вероятность экспозиции химикатами со свойствами нарушать работу эндокринной системы. Но вот, в частности, большинство масок однократного применения изготавливается из полипропилена, который безопасен. Большинство, но не все. Но даже и в процессе производства масок из полипропилена может произойти загрязнение нежелательными веществами со свойствами химических веществ, нарушающих работу эндокринных систем. А при бытовом и частом использовании, наверное, лучше рекомендовать тканевые многоразовые маски. В период жестких карантинных мер, когда вы вынуждены находиться дома, старайтесь чаще делать влажную уборку, убирая пыль, в которой накапливаются летучие, нестойкие химические вещества, нарушающие работу эндокринной системы из окружающих предметов, в частности фталаты и ингибиторы горения.
и чаще проветривайте ваши жилые помещения. Помните о, может быть, самых простых, но самых эффективных неспецифических профилактических мероприятиях, которые универсально эффективны и от инфекционных, и от неинфекционных заболеваний, и от воздействия химических веществ. Это регулярная двигательная физическая активность, даже в домашних условиях. А когда карантинные меры ослабевают, то, конечно же, старайтесь больше проводить времени на свежем воздухе, конечно же, с соблюдением социальной дистанции и избегая общественных мест со скоплением людей, но на свежем воздухе. Итак, уважаемые друзья, мы с вами рассмотрели заключительный модуль обучающего курса «Химические вещества, нарушающие работу эндокринной системы. Воздействие на женский организм». Надеюсь, этот курс поможет вам разобраться, какую опасность представляют химические вещества, нарушающие работу эндокринной системы, где они находятся, как поступают в женский организм, почему они опасны и как попытаться уменьшить их воздействие и сохранить не только свое здоровье, но и здоровье будущих детей. Большое спасибо за внимание.